Привет, роллер! В этом выпуске мы научимся тормозить очень эффектным и одновременно эффективным способом торможения. Называется параллель. Также его называют хоккейная остановка, либо шаффл-стоп. Вначале рекомендую поделать подводящее упражнение. Первое – это спиралька, то есть поворот с постоянно увеличивающейся крутизной. Напомню, что ролики наклоняются в одну сторону оба. Колени согнуты, внутреннее колено сгибается больше. Постепенно увеличиваем крутизну закручивания, и в определенный момент произойдет срыв колес скольжения. Этого мы и добиваемся. Пробуем разную интенсивность закручивания, разную скорость и проверяем свои ощущения во время срыва колес скольжения. Следующим упражнением рекомендую потренировать змейку. В первую очередь она нужна для того, чтобы ноги привыкли находиться на одном расстоянии, не съезжаться, не разъезжаться и обязательно наклоняться в правильную внутреннюю сторону. Особое внимание нужно уделять внутренней ноге, контролировать, что ролик наклоняется в правильную сторону и даже немножко больше, чем на наружной ноге. Ее нужно делать на разных уклонах, на разных поверхностях, с разными скоростями и с разной крутизной в повороте. Кстати, с помощью змейки можно спускаться с довольно крутой горы. Как недостаток можно отметить, что придется занимать всю ширину проезжей части. Ладно, повиляли, пора переходить к торможению, параллель. Вначале рассмотрим саму стойку во время скольжения, а затем как в нее переходить. Нагрузка между ногами распределяется равномерно, но как видно на рисунке, центр тяжести сильно смещен направо. В статике такое положение невозможно, но во время скольжения на колеса роликов действует сила трения, которая компенсирует наклон тела. Таким образом, изменяя наклон корпуса, а также балансируя руками, можно компенсировать эту силу трения. После остановки центр тяжести возвращается в свое обычное положение между роликами. Расстояние между роликами примерно на ширине плеч, но может быть как и меньше, так и больше, зависит от ситуации и от того, как вам удобнее. Передняя нога выдвинута вперед и слегка согнута в колене, примерно так же, как и в слайде Magic. Из-за наклона корпуса задняя нога в колене сгибается значительно больше, чем передняя. Ключевое значение в скольжении имеет угол наклона колес роликов относительно поверхности. Для стабильного и безопасного скольжения угол должен быть острым. Колеса обоих роликов должны быть наклонены под одним углом, то есть параллельно друг другу. При этом колеса заднего ролика можно наклонить еще под более острым углом. Это связано с тем, что задняя нога сильно согнута в колене, и на неровной поверхности задний ролик удерживать сложнее. Поэтому в том случае, если вы скользите на не слишком острых углах, а поверхность при этом шершавая, либо с неровностями, заднюю ногу может вырывать из правильного положения стойки. Корпус должен быть повернут поперек скольжения, руки для удобства лучше поднимать вверх. Колеса роликов располагаются перпендикулярно скольжению. Сами ролики могут быть строго один за другим, либо со смещением. Со стойкой во время скольжения при торможении параллелью все. Теперь разберем, как в нее перейти. Для этого есть несколько способов. Некоторые из них различаются нюансами, но один самый главный принцип объединяет их все. Колесики во время поворота роликов должны быть наклонены под острым углом. Что произойдет, если не выполнить это важное правило, а также другие ошибки, разберем в конце видео. Первый способ состоит в том, что вы сильно приседаете из положения стойки роллера, а затем выталкиваете колеса роликов вперед в положение стойки для параллели. Сначала нужно очень сильно присесть. Угол сгибания колен составляет почти 90 градусов. Одновременно нужно максимально сильно наклонить колеса роликов относительно поверхности, в ту сторону, в которую они потом будут скользить. Также одновременно с приседанием, либо еще заранее, нужно повернуть плечи. На этом этапе нельзя доверять своим ощущениям того, что вы достаточно сильно согнули колени и наклонили ролики. Нужно смотреть вниз, прямо на свои ноги, также использовать видеокамеру, либо знакомого, чтобы он контролировал этот наклон. Затем, толкая ролики в районе пятки, перейти в стойку для параллели. Передняя нога при этом выталкивается вперед, заднюю можно фактически на этом этапе оставлять там же, где она была. То есть фактически задняя нога просто повернется на месте, передняя вытолкнется вперед. Потренировать резко поворачивать ролики безопаснее всего на небольшой скорости, либо вообще стоя на месте. Теперь второй способ перехода в параллель.
Используя первый способ, необходимо было сильно наклонить колеса роликов, присев. Но на самом деле это довольно сложно сделать, особенно если вы шнуруете ролики по-хоккейному, то есть до самого верха ботинка. Используя второй способ, можно присев вообще не наклонить ролики, либо наклонить их незначительно. Но для того, чтобы перейти в стойку параллель, наклонить ролики все равно необходимо. В отличие от первого способа, это можно сделать не под собой, а сбоку. Для этого пускаем ролики по дуге. В итоге получается, что корпус у нас двигается прямо, а ролики описывают траекторию по дуге. Второй способ, я думаю, самый популярный, но мне больше всего нравится третий. По сути, это комбинация первого и второго способа. Но, приседая, мы переходим в разножку, ставя ноги примерно в те места, где они останутся при скольжении в стойке параллель. От первого мы берем наклон роликов во время приседания как можно больше. От второго способа движение роликами по дуге. Но из-за того, что ролики уже немного наклонены и стоят в тех местах, где они должны остаться, достаточно их просто вильнуть передними колесами и повернуть. Это виляние преследует две цели. Во-первых, это позволяет очень сильно наклонить колеса ролика. Во-вторых, при повороте ролика обратно, для того, чтобы поставить колеса поперек, мы проходим точку прямо, то есть нейтральное положение, уже на скорости, что позволяет повернуть колеса быстро и безопасно. Переходим к разбору основных ошибок. Самое неприятное и с высокой степенью вероятности вызывающее падение – это попытка повернуть колесики роликов и недостаточно сильно их наклонить. Когда колеса роликов наклонены под достаточно острым углом к поверхности, они скользят. Если же их наклонить недостаточно, либо во время поворота уменьшить этот угол, они будут резко пытаться уехать в сторону. Если уменьшить острый угол во время скольжения стойки, чаще всего это происходит задней ногой, то ее будет просто вырывать. Колесики роликов обеих ног нужно поворачивать синхронно, одновременно, в противном случае будет болтанка. Ролики не должны съезжаться близко друг к другу, это нарушит устойчивость. Колеса роликов нужно повернуть как можно быстрее, ровно поперек движения. В противном случае это будет занос с дальнейшим уходом в сторону. Если же поставить колеса роликов не строго поперек, а немного не довернуть, либо наоборот повернуть чуть-чуть больше, чем строго поперек, то вы будете скользить, но не по прямой, а по кривой траектории в сторону. Таким способом можно останавливаться с не очень больших скоростей, где-то до 30, максимум до 40 км в час. Как останавливаться с больших скоростей, например, при динамичном спуске с горы, будет отдельный выпуск. Катайте много, катайте с удовольствием.